Привет, мальчики и девочки, мы снова в пути. В прошлом выпуске я показал вам, как прекрасна степь в марте. Настал черед апреля. Тогда акцент был сделан на миграцию птиц, а в этот раз я бы хотел сместить его на цветы. Впрочем, птицы и животные тут тоже будут. В апреле природа уже окончательно проснулась и радует глаз путешественника сочной зеленью и красками цветущего разнотравья. И мы, собрав наше оборудование, прибыли в край ветров, насыщенных густым ароматом полыни и звонким пением птиц. А происходит это все прямо на границе Европы и Азии, в южнорусских степях. И начинается наша история с миндаля. Весной склоны балок в степи начинают радовать глаз цветами оттенка свежевыжатого сока фламинго. Это наш отечественный наноминдаль. Разработка не Сколково, но самой матушки природы. Вместе с ним в рамках проекта «Слива» были разработаны и другие известные вам стратегические продукты: вишня, черешня, абрикос, алыча, персик и, собственно, слива. Кроны окрестных лесополос усыпаны белой акацией гроздьями душистыми. Впрочем, это никакая не акация, это рабиния ложноакациевая, завезенная в Россию из Америки. Она отлично подходит для создания насаждений в засушливых регионах с солоноватыми почвами, а ее цветы являются источником превосходного меда. Они сладковатые на вкус, мы ели их в детстве. Но основная наша цель — это, конечно, не миндаль и не рабиния, а цветущая степь. И первый объект наших съемок – поля диких ирисов. Изумрудный ковер трав покрыт ими словно россыпями драгоценных камней. И мы, конечно, не отказали себе в удовольствии пофотографировать их. И хотя сердце мое отдано ирисам, главным блюдом этого пира глаз являются, конечно же, дикие тюльпаны. Это тюльпан душистый или тюльпан Шренка. Он является предком многих современных культурных сортов. Преимущественно красный, но бывают и другие расцветки. Чуть позже в этом видео я покажу вам их. В апреле уже проснулась не только местная флора, но и вся фауна, поэтому стоит смотреть под ноги в этом цветущем великолепии. На границе Ростовской области и Калмыкии обитает восточная степная гадюка. Это относительно небольшая и миролюбивая змея, а укус ее, хоть и ядовит, но не смертелен для человека. Если говорить о диких тюльпанах, то это, пожалуй, мой любимый. Одно из его названий – тюльпан лесной, но в степях оно звучит комично, поэтому чаще здесь употребляют синоним – тюльпан Биберштейна. Весенняя степь пьянит цветами, разноголосием птиц и ароматами трав. Бродя по ее простору, просто теряешь голову, да и навыки оператора. Поэтому я снял самое дурацкое в мире селфи, которое, впрочем, позволяет получить обо мне полное представление с самой низменной моей стороны. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Пока мы наслаждались чудесными видами, нам в кадр попало еще несколько аборигенов местной фауны. Земля здесь просоленная, и это не случайно. А холмы, которые вы видите, часть берегов пролива, соединявшего Черное и Каспийское моря.
Извилистые речушки – все, что осталось в памяти о нем. А вместо китов и акул здесь пасутся стада овец и коров. Копытные, кстати, очень боятся дронов, принимая их за гигантских оводов. Вы когда-нибудь видели, как коровы бегают галопом? Ну а мы продолжаем делать фото. Но коровы не самый увлекательный зверь в наших степях. И, кстати, не самый большой. Есть здесь с недавних времен и кое-кто позначительнее. И сейчас я вам их покажу. Когда идешь снимать стадо бизонов с молодыми телятами и самками, которых охраняют альфа-самцы, нужно выглядеть, двигаться и даже думать как альфа-бизон, чтобы тебя там уважали и не затоптали по тихой грусти. Мой же затравленный взгляд говорит о том, что я прекрасно осознаю, что не похож ни на альфа, ни на бета, ни даже на омега-бизона. Даже на корову или теленка не похож. Господи помилуй. На время я замолкну и дам возможность побыть наедине со степью. Лишь иногда буду подсвечивать наиболее интересные виды. Еще нам попалась очень интересная змея, но из-за моей оплошности видео не получилось, поэтому только фото. День выдался очень насыщенным, и мы, проводив солнце, легли спать. Ведь утром нас ждало кое-что особенное. Восход расцвечивает воды соленого озера Маныч-Гудила, очерчивая лучами берега маленького, но неприступного островка. Уровень воды здесь едва достигает щиколоток, поэтому плыть невозможно, а идти не позволяет вязкий как клей и топкий ил глубиной многие метры. Это настоящая цитадель для птиц,
которые выбрали остров домом своей небольшой колонии. Здесь гнездится несколько видов, но нас интересует тот, кого можно встретить только тут. Это кудрявые пеликаны. Здесь находится их колония в несколько десятков пар, а также их соседи – большие бакланы. Кудрявые пеликаны прилетают в феврале и начинают гнездиться уже к началу весны. Живущие неподалеку розовые пеликаны гнездятся прямо на земле, так как прилетают позже, когда уже тепло. Кудрявым же приходится строить высокие гнезда, чтобы защитить потомство от холода. Уже в мае птенцы покинут свои гнезда и будут держаться на воде, а к концу лета будут способны совершить свой первый отлет на зимовку. У меня есть кадры с птенцами и их кормлением, но сняты они не в апреле, так что это уже тема для отдельного сюжета. Ну, а мы из Ростовской области отправляемся на другой остров, в Калмыкию, чтобы сравнить ростовские тюльпаны с калмыцкими. Ростовский заповедник граничит с орнитологическим участком заповедника Черные земли. И, по сути, это одна территория. Кумаманоческая низменность с озером Маныч-Гудила, многочисленными озерами, лиманами и речками является важным местом, через которое пролегает миграция перелетных птиц. Эта территория признана водноболотными угодьями мирового значения и охраняется Рамсарской конвенцией. Ну а мы заглянули на заповедный остров Пятисотка, чтобы сравнить ростовские тюльпаны с теми, что растут в Калмыкии. И хотя вид это один и тот же, все же они отличаются. Нам не очень повезло, так как в прошлом году на острове поднялся высокий травостой, и тюльпаны выросли среди сухих стеблей прошлогодней травы. Если брать ландшафт в целом, то поля тюльпанов в ростовском заповеднике мне показались более эффектными. Но сами тюльпаны в черных землях заметно крупнее и напоминают культурные. Да и расцветка их более разнообразна, хотя может быть год на год не приходится. Мы провели на острове полдня, до самого заката. Но на следующий день не смогли туда попасть, так как поднялся ветер и переправа стала невозможной. Пришлось менять планы. Было решено поехать на одну из небольших затерянных в степи речушек. Из опыта могу сказать, что чем речка затеряннее, тем больше шансов найти там кого-то интересного. Так и получилось в этот раз. Поначалу нам встретились большие поганки, вид довольно обычный в наших краях. Но наше терпение и настойчивость позже были вознаграждены более редким видом. Нам встретилась другая поганка, серощекая. Этот вид я встречал всего в паре мест, а на видео снимать и вовсе не доводилось. Так что мы были очень рады. Вам сейчас эти кадры не кажутся невероятными, но на самом деле трудно передать эмоции, когда находишь редкий вид, и он позволяет себя снять. Это как выиграть лотерею. Но это был не единственный сюрприз. Еще речка порадовала нас серыми цаплями. Этот вид я как раз снимал не единожды, но сюрприз заключался совсем в другом. Мне доводилось снимать серых цапель во время полета, на отдыхе и за охотой. Но здесь, среди зарослей тростника, мы обнаружили их гнездовую колонию.
Время для появления птенцов было еще раннее, и большинство гнезд пустовало. Но некоторые птицы уже отложили яйца и высиживали их. Это давало нам возможность приехать сюда позже и понаблюдать, как растет их потомство. Забегая немного вперед, скажу, что нам это отчасти удалось. Но в этот раз мы не стали надолго задерживаться у колонии, чтобы не тревожить птиц. Как я упоминал ранее, сильный ветер изменил наши планы, сократив время съемки тюльпанов из-за невозможности переправиться на остров с ними. Порывы были такими сильными, что даже наши дроны с их отличной системой стабилизации не справлялись. Поэтому мы просто не спеша откачевывали домой, снимая по дороге все, что казалось нам интересным. Это Женя, человек, способный создать идеальную пару любой камере. Не тюремной, конечно, а видеокамере. Я вставил его в видео, чтобы вы понимали, о ком я постоянно говорю «мы». В целом поездка удалась. Мы сняли много интересных кадров, которые войдут в наши фильмы о заповедниках Ростовской и Черной земли и дикой природе степи вообще. Я получил довольно много комментариев к прошлому выпуску о наших экспедициях, который назывался «В большом пролете», и большая часть пожеланий сводилась к тому, чтобы мы делились подробностями съемок. Резонный вопрос, почему же тогда я не добавил их в этот выпуск? Все очень просто. В тот момент, когда я выкладывал первый выпуск, этот был уже снят. Так что, начиная со следующего выпуска, вы увидите не только природу, но и как проходят сами съемки и много пояснений от первого лица с места событий. Ну а пока все. Не переключайтесь, там еще осталось кое-что интересное.